наконец-то себя порадовал долгожданной покупкой. На Новый год себе купил распиловочный станок. Долго выбирал, спрашивал на форумах, советовался. Многие рекомендовали покупать полупрофессиональные или профессиональные станки. Это Bosch, Metabo, Makita. Но так как все мои увлечения это хоббийная история, то решил не тратиться и купить себе бюджетный распиловочный станок. Сначала смотрел и даже уже себе заказал на всем известном сайте Ryobi. Это их торговая марка, они ее всячески продвигают. И посмотрев в интернете обзоры, очень многие этот станок купили. Но кто-то его хвалит, кто-то ругает. Посмотрев множество обзоров, для себя быстренько решил, что Ryobi станок неплохой. У него из плюсов плавный пуск, алюминиевый стол относительно ровный. Что еще? Люфт тоже говорят, что люфтит каждый станок. В общем, Ryobi тоже это не исключение. Лечится заменой подшипников. И я этот уже себе станок заказал, но тут случайно натыкаюсь на обзоры станка Black & Decker. В Ryobi меня смущало, очень многие жаловались, что корпус пластиковый и он очень шаткий. То есть доходило до того, что устанавливали распорные планки внутри пилы. Bosch тоже пластиковый, к примеру, но там еще есть нижняя обвязка алюминиевая, труба, которая не дает деформироваться. И тут я вижу Black & Decker, вижу, что он тоже пластиковый, но несущий каркас у него из, наверное, дюралевый какой-нибудь. В общем, металлический. Деформаций, в принципе, никаких быть не может. Хорошо. Для себя решаю, что плавный пуск, его в этой пиле нет, и он, в принципе, легко устанавливается. Параллельный упор зажимает с двух сторон и достаточно крепкий. Но решающим фактором оказалось, что расширительный стол у Black & Decker намного больше. В Ryobi он выдвигается там, по-моему, примерно на 15 сантиметров, а Black & Decker там порядка 40 сантиметров. Ну, я еще, кстати, не измерял, но заметно в разы, в несколько раз больше. У меня в планах установить в это расширение фрезер. У меня фрезер большой, и в станок Ryobi мой фрезер просто-напросто не поместится. Можно туда разместить, ребята размещают по отзывам, но я думаю, что это маленькие кромочные фрезеры, у которых и площадка маленькая. А у меня ДВТ большой фрезер, и мне нужна столешница побольше. И в Black & Decker как раз это можно расширить чуть ли не на полметра. То есть можно уже и под угловой упор сделать выборку, и всевозможные направляющие можно сделать регулируемыми. И при этом не обязательно встраивать эту циркулярку дополнительно в стол. В общем, от Ryobi я решил отказаться. Даже вот на ночь глядя я поехал в ближайший Леруа, 2 часа езды туда, 2 часа обратно. В общем, я съездил, купил там Black & Decker и с утра решил его распаковать и сразу вам рассказать первые впечатления. Первая деталь меня сначала расстроила, это толкатель. Он очень сильно люфтит, но потом я вспомнил, что уже положил в закладки на Али хорошие толкатели, которые нивелируют зазоры, можно регулировать по-всякому, и они эстетичнее и будут всяко лучше, чем штат. Порадовал параллельный упор. Видно, что ручка из пластика, видно, что не очень чистая обработка, но держит он как надо. И оказалось, что линейка выставлена с небольшими погрешностями. Да, параллельный он стоит не параллельно, но у него есть регулировочные болты, и в самое ближайшее время я уже займусь его выставлением. Там примерно миллиметр-два разницы. Я думаю, что это все уберется. Немного неудобная регулировка высоты и наклона. Одной рукой это сделать не очень удобно, но приноровиться вполне себе. Рабочая система не люфтит особо ничего, работать, я думаю, можно. Выключатели вполне себе удобные, большая клавиша экстренного выключения. Ну, как я уже сказал, со временем поставлю туда плавный пуск. Тормоз, кстати, работает вполне себе, быстро останавливается диск. Что меня особо порадовало, это выдвижное расширение стола. Действительно большое, но на полметра точно становится станок длиннее. И что очень круто, что параллельный упор ездит по всей поверхности. То есть не нужно его переставлять отдельно, вот, например, как Ryobi. Нужно на расширение его нужно снять и перенести, закрепить уже на расширение. Здесь направляющая одна, и вполне себе хорошо параллельный упор скользит. В комплекте идет мешок для сбора опилок, но не думаю, что я им буду пользоваться, так как есть хороший пылесос. Немного смутило то, что шестерни подъема пилы пластиковые. Я думаю, если они сотрутся, то придется заказывать где-то у токарей, чтобы вы вытащили похожие шестерни.
В комплекте идут очень крепкие ножки, очень хорошо встают в свои места, очень плотно и очень крепко держат. Регулировка только на одной ножке, в принципе, это больше, чем достаточно. Хотя вот у меня в мастерской пол очень кривой, я его не выравнивал. Даже если немножечко сдвинуть стол, то его нужно будет калибровать заново, отстраивать. В дальнейшем я планирую себе сделать верстак, там будет ниша для этого распиловочного станка. Но ножки потом уберу. Здесь предусмотрены отверстия для крепления именно в стол. С первого раза не получилось открутить нулевой вкладыш. Пока смазал с ВДшкой, немного позже попробую его еще раз открутить. Надеюсь, что его можно будет тоже регулировать, как в Риобе. Для параллельного упора есть дополнительный профиль. Но вот странно, что барашки, которые предназначены для крепления этого профиля к параллельному упору, не подходят для Т-образного профиля самого параллельного упора. Почему-то там разный диаметр. Я думаю, с этим со временем разберусь. Мой пылесос без всяких переходников спокойно подключился к стружкоотводу. На толкателе, по-моему, тоже есть что-то подобное регулировке с обратной стороны, но опять-таки я не смог открутить регулировочный винт. Думаю, больше и пытаться не буду. Сразу закажу на Али себе новый толкатель. Хотелось побыстрее попробовать станок в деле. Выставил толкатель через угольник параллельно под 45 градусов самого диска. Наверное, это не совсем правильное решение, но еще раз повторюсь, что опыта у меня не очень много. До чего-то я просто на ходу сам додумываюсь. Станок оказался совсем не шумный, можно комфортно работать без наушников. Особенная радость была, когда я торцевал пробную заготовку, небольшую доску. Пилит очень мягко и как по маслу. Выставил параллельный упор на 5 сантиметров, чтобы посмотреть, насколько чисто пилит, насколько ровно. И оказалось, что погрешность буквально в миллиметр. То есть линейку параллельного упора можно регулировать, так что можно будет подстроить. И станок, особенно для моих задач хоббийных, он вполне себе точный. Ну что ж, на данный момент я покупкой доволен. В планах сделать в первую очередь каретку, потом расширительный стол для фрезера. И обо всем я буду рассказывать. А вы, если у вас есть вопросы, если вы планируете такой станок себе купить, я буду отвечать на комментарии. Задавайте, не стесняйтесь. Буду рад вам помочь. Всем пока.